Всем привет! Я приехал в гости к родителям на несколько дней. Дело в том, что я переезжаю жить в другой город и очень скоро вам об этом расскажу. Последние 1,5 года я живу в городе Мариуполе, и последнее время у меня появилось чувство, как будто я хочу что-то поменять в жизни. Я решился на эти изменения, жду с нетерпением, когда этим с вами поделюсь, но перед тем, как двигаться дальше, нам нужно навести порядок в нашем прошлом. Потому что оно, как якорь, может мешать нашему кораблю двигаться вперед. И перед тем, как начать, хотел задать вам вопрос. Кто из вас очень часто живет прошлым, переживая негативные эмоции в настоящем? А кто бессмысленно беспокоится о том, чего уже нельзя изменить? Сегодня я расскажу, как изменить прошлое, а точнее, как изменить отношения с ним. И два самых разрушительных чувства, которые мешают поступлению позитивной энергии в нашу жизнь, это чувство вины и чувство стыда. И сегодня мы поговорим о том, почему нужно избавиться от чувства вины и стыда. Затем мы обсудим, как определить причины их возникновения. И в завершении я расскажу, как избавиться от чувства вины и чувства стыда. Все, что мы сделали в прошлом, о чем глубоко сожалеем, мы можем изменить в настоящем и больше никогда не вспоминать в будущем. Обожаю осень. Одно из самых красивых и романтичных времен года. А это, кстати, моя школа. Я тут родился и вырос. Давайте вернемся к теме сегодняшнего выпуска и для начала разберемся с определениями. Чувство вины – это чувство, что со мной что-то не так, или я какой-то неправильный. В то время как чувство стыда – это чувство, что я сделал или делаю что-то не так. Постоянное чувство вины истощает нашу энергию. Это мешает нашей продуктивности, и мы совсем не хотим развиваться. Потому что мы не верим, что мы можем быть успешными и счастливыми, и не сможем преодолеть все препятствия на нашем пути. Когда мы пытаемся пристыдить кого-то и вызвать чувство вины, пытаясь тем самым помочь человеку что-то понять, на самом деле мы делаем только хуже. Мы вызываем еще большее чувство вины и стыда, и тем самым пытаемся самоутвердиться за счет унижения другого человека. Хотя, когда мы критикуем, то это означает, что у нас у самих есть неуверенность, и мы ее пытаемся устранить за счет критики и унижения других людей. Если мы будем накапливать чувство вины и стыда всю свою жизнь и ничего с этим не делать, то мы будем себя недооценивать и упускать огромное количество возможностей вокруг нас. Некоторые люди испытывают чувство вины за свои действия десятки лет, ограничивая себя в развитии, повторяя одну и ту же негативную историю у себя в голове. А некоторые избавляются от глубинных чувств вины и стыда и становятся здоровее, счастливее и мудрее. Ведь чувство вины и стыда влияют на наше физическое и психологическое состояние, как и в целом на наше здоровье. И мы начинаем чувствовать, что мы не заслуживаем богатства, внимания со стороны других людей, похвалы и комплиментов, даже когда мы их заслуживаем. В отношениях такие люди больше отдают и совсем не умеют получать. И чаще всего таких людей используют в корыстных целях, садятся им на шею. Люди, которые накапливают чувство вины и стыда, более склонны к депрессии, перфекционизму, а также расточительству, потребляя ненужные товары, пытаясь за счет этого компенсировать чувство вины. Как вообще возникает чувство вины или стыда? Это случается тогда, когда мы сделали или не сделали что-то, после чего начали себя осуждать за то, что наше действие или бездействие принесло кому-то вред и больше негативных последствий, чем позитивных. То есть чувство вины возникает тогда, когда мы воспринимаем конкретную ситуацию как негативную для кого-то или для нас самих, и главной причиной которой стали мы сами. И для того, чтобы избавиться от чувства вины и стыда, на первом шаге нужно вспомнить и составить список всех ситуаций, в которых, по нашему мнению, мы стали главной причиной негативных последствий для кого-то или для нас самих. Для максимального эффекта все эти ситуации нужно записать на лист бумаги или в блокнот.
И некоторые ситуации ты можешь вспомнить с легкостью, особенно недавние. Вот с ними будет проще всего работать. Но есть еще так называемое глубинное чувство вины и стыда, которое находится в нашем подсознании, и нам будет сложнее их определить, так как они еще тянутся с самого детства. После того, как ты вспомнишь ситуацию, на втором шаге задай себе вопрос: какое действие или бездействие вызывает чувство вины или стыд? Может быть, ты до сих пор испытываешь чувство стыда из-за того, что тебе в школе говорили, что ты ни на что не способен. Может быть, ты до сих пор испытываешь чувство вины, потому что ты думаешь, что твои родители были несчастны, потому что ты не оправдал их ожиданий. Или, может быть, кто-то считает, что он виноват в том, что его родители разошлись, и он теперь пытается угодить всем людям и сделать всех окружающих счастливыми, отодвигая свое личное счастье на второй план. Очень тщательно подумайте о том, в какой конкретной ситуации и какое конкретное ваше действие могли вызвать у вас чувство вины и стыда, потому что если этого не сделать, то можно остаться несчастным всю свою жизнь. Вспомните все до мельчайших деталей. Возможно, вы думали, что вы были главной причиной конфликтов ваших родителей. Возможно, когда вас ругали за плохие оценки, вы испытывали чувство вины и считали себя ничтожеством. Чем более честными и подробными вы будете на этом шаге, тем будет лучше для вашей дальнейшей жизни, так как вина и стыд с самого детства – это самые глубокие блоки, которые мешают нашему счастью и развитию. Невозможно избавиться от чувства вины и стыда, просто их анализируя или наоборот игнорируя их. Эти чувства никогда не возникают просто так. Они возникают после конкретной ситуации и конкретных действий, после выполнения которых мы считаем себя виноватыми. И для того, чтобы избавиться от чувства вины и стыда, нам нужно взять список, который мы составили на третьем шаге, взять одну ситуацию и только одно ваше действие из списка, которое причинило кому-то вред, и постараться полностью погрузиться в эту ситуацию. Погрузившись, задай себе вопрос: как это мое действие помогло человеку, которого я считаю пострадавшим, и привести 2-3 преимущества, которые он получил от вашего действия. В мире не существует плохих или хороших ситуаций. Все зависит от того, под каким углом мы смотрим на эту ситуацию. И как только мы осознаем, что наше действие в той ситуации помогло человеку что-то понять или изменить свою жизнь к лучшему, то мы сбалансируем наше представление о данной ситуации и больше никогда не будем испытывать чувство вины или стыда. Если же мы стыдимся своей личности или каких-то конкретных характеристик, то в этом случае помогут следующие вопросы. Что во мне хорошего и чем я горжусь? За что я благодарен природе и какие у меня таланты? Задавать эти вопросы каждый день по 5 или 10 минут, и уже через 3 или 4 недели у тебя повысится самооценка и уверенность. Мы сами для себя самый жесткий критик, поэтому нам нужно начинать смотреть на себя как на уникального человека, у которого есть очень много хорошего. Ну а если в будущем у тебя будут возникать ситуации, в которых ты будешь испытывать чувство вины или стыда, задай себе вопрос: какие преимущества получает тот человек, по отношению к которому я испытываю эти эмоции? Пока ты думаешь, что твои действия или бездействия причиняют кому-то больше негативных, чем позитивных последствий, ты будешь накапливать стыд и вину. И только тогда, когда ты сбалансируешь свое представление о данной ситуации и посмотришь на нее с позитивной стороны, вот тогда ты начнешь жить осознанной и счастливой жизнью. Ну что, подходит к концу моя жизненная глава под названием Мариуполь. Пора двигаться дальше, но перед тем, как двигаться дальше, нужно избавиться от эмоционального груза. Самая сложная работа – это работа над собой.
И чем чаще мы этим занимаемся, тем проще нам это дается, и тем больше мы видим эффект, который распространяется на все сферы нашей жизни. Вселенная ждет, чтобы мы оценили себя по достоинству и наконец-то осознали свои ценности и уникальность. Ведь если мы этого не сделаем, то никто нас ценить больше не будет, чем мы сами себя ценим. Избавляясь от чувства вины и стыда из прошлого, ты развиваешь свою уверенность и самооценку в настоящем, а также в будущем. И в прошлое нужно смотреть по двум причинам. Первое – это вспоминать позитивные моменты. И второе – это извлекать уроки из наших действий, а также ситуаций. Чему я научился в Мариуполе? Очень многому. Во-первых, я открыл свой YouTube-канал и научился делать вот такие видео. Во-вторых, я стал более дисциплинированным, и в своем родном городе я наконец-то осознал свой смысл жизни. И самое главное, я благодарен Вселенной, что подарила мне такую возможность провести целых 1,5 года в родном городе, в окружении своих родных и близких друзей. И, друзья, спасибо всем за поддержку, за помощь и особенно за знакомство. Я вас никогда не забуду и буду помнить каждого из вас. И пришло время писать новую главу своей жизни, и я искренне рад, что ты, мой подписчик, будешь в этот момент со мной. Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк. Если ты не хочешь пропустить мое следующее видео, подписывайся. Отпускайте чувство вины и стыда, с радостью смотрите в прошлое и с оптимизмом в будущее. Увидимся в следующем выпуске. Пока.